На связи Форс, и это мистер Монокулярус. Сейчас я расскажу о своем новом проекте, который называется Монокуляр Scratch Console. Итак, я запускаю, и мне не нужно использовать всякие спросить вопрос. Мне нужно просто вводить информацию, например, help. Вот я это ввел просто на своей клавиатуре. Я также могу написать на русском, если мне понадобится. Стрелочка влево это стереть, а вправо это восстановить. Таким образом я могу, например, стереть, и, допустим, сейчас я заново напишу команду. Назову его help. И, допустим, мне надо что-то написать в начало. То есть, допустим, написать .help. Я стираю, нажимаю точку и восстанавливаю. Вот таким вот образом. Но сейчас я напишу просто help. И выведется помощь. Она вот так вот постепенно выводится, потому что все это переводится на ваш выбранный язык. У меня стоит английский. Если я сейчас просто перейду и выберу русский, нужно подождать. Перезапускаю снова. Пишу help. И пишется уже вот таким вот образом. Закрыть консоль, выключить проект, отправить сообщение, подождите несколько секунд. Все это переводится автоматически. Я верну английский язык. Также не обязательно каждый раз перезапускать. Можно прямо сейчас писать. Допустим, я напишу wait. И количество секунд. Допустим, wait 1. Все, ждать 1 секунду. Все, он подождал. Если я хочу подождать еще больше секунд, я могу нажать стрелку вверх. И видно, вот это вот символ показывается там, где моя выбранная строка. То есть я могу выбрать эту строку, самую первую могу выбрать, и таким образом ее отредактировать и написать здесь ждать 5 секунд. Активирую, после чего он пишет о том, что ждет 5 секунд. Все, он подождал. Следующая команда это send. Я могу, например, сделать send console.calls. Все, теперь сейчас я закрою консоль, потому что у меня есть данное сообщение. То есть если я сделаю вот этот оператор и тут сделаю какое-то новое сообщение, то именно это сообщение я смогу передать. Готово. Снова напишу help. И сейчас выведется. Дальше это shutdown. Shutdown просто выключить проект. Ничего сложного. Close это закрыть консоль. Также есть say. Я напишу say. Привет. Только нужно писать только на том языке, на котором у вас Scratch. У меня он на английском языке, поэтому мне надо писать на английском. Я пишу hello. И если я хочу поставить пробел. Пробелом я разделяю аргументы, а чтобы написать hello world, просто вот так написать не сойдет. Почему? Потому что он разделит их отдельно, и он скажет hello, а этот он просто пропустит. Поэтому для этого, кстати, если вы выбрали что-то здесь и у вас не пишет консоль, нажмите в эту точку. Тогда у вас снова заработает консоль. Нужно написать обратный слэш, дальше пробел и снова ваш текст. Hello world. Получается this is my new project. Вот таким вот образом. Hello world, this is my new project. Вот, все работает. Я могу также написать translate. Translate hello world и язык русский. Привет, мир. Как видно, тоже работает. И все это максимально элементарно. Сейчас я расскажу о том, как добавлять собственные команды. Допустим, я добавлю команду, которая будет отображать информацию какую-то о каком-то спрайте. То есть через вот этот блок я буду это делать. Для начала
нужно перейти в самый низ страницы. Вот здесь я буду работать. Также мне нужно перейти сюда и здесь найти список Z commands. Здесь находятся команды. То есть я просто добавляю через этот плюсик новую команду, называю ее, получается, transform. Вот, и также нужно добавить помощь. Для этого я уменьшаю это. И вот сюда я ее перемещу. Вот. Тут я должен показать, какие аргументы должен вводить пользователь. Допустим, получается sprite name и вводить, получается, элемент. Готово. Get sprite трансформать. Формаешь. Вот, надеюсь, я правильно написал. Если что, я потом это исправлю. Все, теперь я смотрю сюда. Здесь есть вот такой блок. Я нажимаю по нему правой кнопкой мыши, дублировать, вставляю его сюда. Здесь теперь я должен написать название своей команды. То есть transform. Оно должно совпадать. То есть если вы активируете, должен показаться элемент. В моем случае 8. Готово. Теперь просто то, что будет выполняться, когда вы вводите команду. Нужно понять то, что моя консоль работает по аргументам. Поэтому она разделяет на 3 части. То есть каждый новый аргумент — это каждая новая строка. То есть вот видно, что я вводил hello world, и я вводил то, что это должен быть русский язык. Следовательно, если я буду вводить 2 аргумента, второй и третий будет, получается, аргумент. Я просто выбираю блок «Добавить». В App Console Window это получается как раз то, что нужно. Дальше «Объединить». Здесь какой-то будет текст, а здесь, получается, будет. Дальше нужен блок «Элемент». Элемент из split x. Именно этот список нужно использовать. И я заметил то, что сюда нельзя ничего вставить. Ладно, тогда получается я сейчас это исправлю. Итак, для начала я сделал вот такой блок. И здесь я, получается, выбираю, допустим, он будет получать размер. Или вот это все. Что делать? Можно добавить проверку. То есть я открываю Z-Help и элемент убираю. И я лучше сделаю, чтобы он просто получал, получается, X и Y position. Вот таким вот образом. То есть он будет получать позицию спрайта. Теперь я беру второй элемент. Это будет первый аргумент. То есть в моем случае это monocular SC. То есть надо заранее сделать X position, Y position. Дальше объединить. И для каждого такого сделать вот так. И Y позиция. Только я засуну это во второй. X, Y. Вот. Готово. Теперь объединить. Получается... Также добавлю объединить. Вот этот элемент. Position. И здесь уже, получается, я объединяю этот и этот. Вот, сюда Y, сюда X, а между ними я поставлю слэш. Готово. Теперь мне осталось только вот этот элемент вставить сюда и вставить сюда. И запомнить вот это название. Я скрываю список. Также прошу заметить, что он адаптивный, то есть я могу написать сейчас help,
и он выдаст также мой новый элемент. Вот он. Transform sprite name, get sprite position. Я пишу transform, получается Ага, здесь я столкнулся с ошибкой. Я не могу писать крупными буквами, точнее верхним регистром, поэтому я сделал вот так. Monocular SC. Monocular. И вот SC он написан отдельно. Вот как тут быть? Я уже говорил о том, что для этого надо просто поставить обратный слэш пробел. Monocular SC. Все. И он показал. Сейчас проверяем. Вот все координаты совпадают. То есть, если я создам спрайт и сделаю, чтобы он перешел в 240-180, и теперь я напишу то же самое, только тут я сотру, и название изменю тоже. Кстати, я должен изменить здесь название на тест. Готово. Я пишу тест. И готово. Он работает. Также после position я поставлю пробел. Вот. Sprite position. Я сделал вот таким вот образом. Вот так все прекрасно работает. То есть можно добавлять свою помощь, свои команды. И эту консоль можно встроить в свой проект, просто нажав кнопку «Экспорт» и загрузив в другом месте. И тем самым добавив какие-то команды. Допустим, вы делаете игру про машинки, и вам можно добавить команду «Изменить положение X», «Изменить положение Y», «Изменить счет», там, перейти в режим разработчика и тому подобное. Также это будет очень полезно, если вы делаете какую-то операционную систему. Ну а на этом, в принципе, все. Если есть вопросы, то лучше их задать, чем промолчать.